Теперь, когда мы лучше понимаем трансформацию объектов, давайте начнем анимацию. Мы будем работать над классическим прыгающим мячом. Поскольку я хотел бы иметь возможность сжимать и растягивать мяч во время анимации, использование самого его центра в качестве точки поворота не идеально. Что я хотел бы сделать вместо этого, так это добавить исходную точку к основанию мяча, поскольку это будет точка соприкосновения мяча с нашей воображаемой землей. Поэтому я просто войду в режим редактирования, выделю все вершины и нажму GZ и единицу, чтобы переместить все на 1 метр по оси Z. Когда они вернутся в режим объекта, у меня все еще будет та же сфера, но ее происхождение теперь на своем месте. По умолчанию временная шкала в Blender находится в нижней части экрана. Когда вы нажимаете пробел, вы можете видеть, что мы воспроизводим анимацию, что означает, что Blender просматривает другой кадр документа. Заголовок воспроизведения на временной шкале указывает, какой кадр ты сейчас читаешь. Мы можем изменить длину анимации, установив конечный кадр и начальный кадр. Я установлю начальный кадр равным 0, а конечный кадр 24. Когда я нажимаю воспроизведение, мы можем видеть, как головка воспроизведения перемещается до 24 кадра и возвращается к нулевому кадру. Это значение указывает на тебя в текущем кадре, который также горит поверх головы воспроизведения. Анимация в Blender по сути записывает различные преобразования объекта во времени, что означает, что мы можем вспомнить местоположение, поворот или масштаб объекта на разных кадрах. Чтобы вставить ключевой кадр, нам просто нужно выделить наш объект в пространстве и нажать клавишу I. Появится меню с вопросом, какой ключевой кадр вы хотите записать. В принципе, ты хочешь вспомнить местоположение вращения, масштаб объекта или их комбинацию. Когда я выбираю местоположение, мы можем видеть, что в канале преобразования моего объекта ввод местоположения становится желтым. И на временной шкале я получаю маленький желтый индикатор, который сообщает мне, что мы записали ключевой кадр. Ключевой кадр — это простое зарегистрированное значение во времени. В нашем случае мы зарегистрировали или зафиксировали местоположение нашего объекта на нулевом кадре. Я помещу для воспроизведения голову на кадр 10 и переместим мой объект выше и вставим ключевой кадр местоположения. Теперь я вижу новый ключевой кадр на моей временной шкале, и как только я перемещаю головку воспроизведения слева направо, я вижу, как сфера перемещается из своей предыдущей позиции на нулевом кадре в следующую позицию, в которой у нас есть ключевой кадр на кадре 10. Мы записали две позиции на двух разных кадрах, и то, что мы видим сейчас, это интерполяция блендером или создание интерполяции между этими двумя позициями в пространстве. Ключевыми кадрами можно манипулировать на временной шкале как объектами, поэтому вы можете перемещать их с помощью G, вы можете нажать Shift плюс D, чтобы дублировать их. Ты можешь выделить их в поле, нажать X, чтобы удалить их. Ты можешь вставить новый ключевой кадр, просто наведя курсор на преобразованный канал и нажав I, или щелкнув правой кнопкой мыши и выбрав между «Вставить ключевой кадр» или «Вставить отдельный ключевой кадр», если ты просто хочешь добавить ключевой кадр в местоположение X, например. Щелчок правой кнопкой мыши также позволит вам удалить все ключевые кадры из выбранного канала или выбрать «Удалить только один ключевой кадр», чтобы удалить определенный канал X, Y или Z. Итак, давай начнем наше упражнение с нулевого кадра и вставим ключевой кадр. Давай переместим игровую головку на кадр 12, а затем переместим нашу сферу или мяч по оси Z на 8 метров. Мы видим, что наши преобразованные каналы изменили цвет. X и Y по-прежнему горят зеленым, что означает, что они были обрамлены ранее, и их значения не изменились. И ключевой кадр Z стал оранжевым, что означает, что мы преобразовали значение Z, но оно еще не записано. И это серьезное предупреждение, потому что, как только я передвину игровую головку,
мой мяч вернется в свою первую позицию ключевого кадра, что означает, что я потерял преобразование Z, которое я выполнил на кадре 12, потому что я не записал его. Итак, я вернусь к кадру 12, переместу свою сферу на 8 метров, а затем нажму I, чтобы вставить ключевой кадр. Если я сейчас перейду от нулевого кадра к кадру 12, я смогу увидеть шар, поднимающийся в воздух. Так преобразованные каналы окрашиваются в желтый цвет всякий раз, когда я нажимаю на ключевой кадр. И они становятся зелеными всякий раз, когда я нахожусь между ними или во время интерполяции. Я могу выбрать первый ключевой кадр, нажать Shift плюс D и переместить его на самый последний кадр, чтобы у меня было действие зацикливания. Чтобы создать цикл, тебе просто нужно сделать так, чтобы твой первый и последний кадры были одинаковыми. Ты можешь переходить от кадра к кадру, нажимая стрелки влево и вправо. Всякий раз, когда ты будешь нажимать стрелки вверх и вниз, ты будешь переходить от предыдущего к следующему ключевому кадру. Нажатие Shift плюс вправо и Shift плюс влево приведет тебя к самому последнему из самых первых ключевых кадров. Ты можешь выполнять все эти манипуляции с головой воспроизведения, используя пользовательский интерфейс в заголовке временной шкалы. Как мы уже видели раньше, в любое время, когда я перемещаю наш объект куда-нибудь, нам нужно вставить ключевой кадр, иначе мы потеряем проделанную манипуляцию. Хотя, возможно, было бы нормально нажимать I каждый раз, когда мы выполняем ручные манипуляции с одним прыгающим мячом. Когда вы начнете анимировать полноценного персонажа с тысячами элементов управления, это будет очень утомительно. К счастью, здесь есть кнопка записи, которая позволяет нам автоматически активировать любую трансформацию. Как только я перемещаю сферу, ты можешь видеть, что новые ключи автоматически записываются для каждого канала этого приложения. Дело не в том, что всякий раз, когда вы используете эту опцию и перемещаете свой объект в пространстве, вы получаете предупреждение о том, что в правом верхнем углу вашего. Как объяснялось в начале, мы можем сохранять фрейм практически любого вида значения в Blender, и это может быть цвет. Если я выберу предварительный просмотр материала моей сферы и нажму на этот маленький закругленный значок, он добавит ключевую рамку к значению цвета. И я смогу найти этот ключевой кадр на временной шкале. Если я сейчас пойду немного дальше и изменю цвет, поскольку включена автоматическая настройка, он вставит новый ключевой кадр этого нового цвета. И всякий раз, когда я просматриваю временную шкалу, я вижу цветовую интерполяцию сферы. Подводя итог, мы увидели, что можем использовать временную шкалу для навигации по различным кадрам. Мы увидели, что мы можем создать ключевой кадр, записав любое значение, будь то преобразованный канал, цвет или все, что мы хотим на конкретный кадр. Blender автоматически создаст интерполяцию между двумя ключевыми кадрами. Ключевые значения в рамке отображаются желтым цветом, анимированные значения отображаются зеленым, неучтенные изменения значений отображаются оранжевым. А серые значения — это просто неучтенные значения.